Всем привет! Меня зовут Алексей, а его зовут Шива. Не так давно у нас появился котенок. Он британец, и ему сейчас 5 полных месяцев. Он в меру умный, упрямый и любит, как и многие котики, полежать. И о нем и будет это видео. Завели мы его не так давно, после того, как обновили договор нашей квартиры, чтобы здесь можно было содержать питомцев. В стандартных договорах обычно это исключено, но владелец вошел в наше положение и разрешил. После того, как нам можно было заводить котенка, мы начали искать котят онлайн. Мы нашли много сайтов с продажей котов, сайтов приютов. Проехали около 10 физических магазинов и приютов вместе по всему Пусану. И нам понравился он. В приютах в основном были взрослые коты, а мы хотели котенка, поэтому начали искать его в магазинах. Цены на котят в магазинах могут сильно разниться. Корейцы выбирают котов не как русские. Они не задают вопросы о том, как котенок ведет себя с людьми, какой у него характер. Им вообще это по барабану, и когда мы были в магазине и спрашивали про это, они округляли глаза и думали, зачем нам это знать. Потому что 3 их стандартных вопроса. Первое – это сколько он стоит. Второе – насколько он чистопородный. Причем им не важно, чистопородный он или нет, ответ просто либо очень, либо не очень. Они не предоставляют сертификатов родителей об участии в турнирах и так далее. И третий – насколько эта порода сейчас популярна. Поэтому все фразы, которые мы слышали про котят, в основном были, сколько он стоит, какой он породы, чистопородный или нет, и насколько эта порода сейчас популярна. В итоге мы нашли один небольшой магазинчик, где продавщица нам понравилась. Она единственная из всех смогла нам объяснить про характер котенка, что он был в меру ласковый, любил поспать, не был гиперактивным. И мы его решили там взять. Стоил Шива 200 тысяч вон, и вот как он выглядел маленьким. Выбор пал на него, потому что в Корее представлено не так много пород кошек. В основном здесь представлены британцы или американцы. Не так много здесь необычных пород, вроде экзотических, сфинксов и прочих, их нужно прямо искать. В основном здесь представлены британцы, американцы, бенгалы, на удивление, потому что они сейчас очень популярны, а корейцы на это очень падки. И мы решили выбирать необычного среди британцев. Особенно мы хотели вот такого рыжего, поэтому он сейчас и у нас. Ты рад тому, что ты у нас? Он очень рад тому, что он у нас. В Корее популярны Licky Treats, это вот такие мягкие выдавливалки. И мы ему даем их буквально по миллиметру, но он на это ведется как самый последний дурачок, потому что мы ему даем буквально ничего, он просто лижет. Licky Treats мы его стараемся не перекармливать, не потому что жалко, а потому что стараемся держать его здоровым на правильном питании. Да и в принципе по нему видно, что он у нас не голодает. За эти сладости он готов многое вытерпеть, поэтому он сейчас и снимается со мной. После того, как мы его купили, нам также в качестве сервиса подарили когтеточку для него, дали пакет с кормом для котят, дали еще игрушку и влажный корм. Поэтому, по сути, мы уже и так все имели, но когда приехали домой, у нас было даже больше, чем нужно. Назвать мы его решили Шива в честь индийского божества. И с этим случился довольно забавный курьез, потому что, когда мы его представляли где-либо, все много раз переспрашивали, почему его так зовут. Мы не понимали и просто отвечали, что это в честь божества. Но со временем мы разговорились с нашим репетитором, и она сказала, что «шиба» — это не очень хорошее слово на корейском, сокращенно от «шибаль». Кому интересно, вы можете это погуглить сами. Это считается здесь матом, и они не понимали, почему мы решили так обозвать нашего котенка.
Со временем, конечно, врачи в ветклинике привыкли, и они его запомнили. Может, конечно, из-за окраса, но я больше верю в то, что из-за клички. И сейчас я расскажу, во сколько нам обошлось его завести. Основные траты будут представлены вот здесь. Суммарно все это обошлось нам где-то в 400 тысяч вон. Можно было найти товары и дешевле, но мы взяли именно те, что нам понравились, потому что брали не на один раз, а на вырост. Из интересного еще мы взяли вот такой гамачок на присосках, чтобы у кота было свое место и он мог смотреть в окно. Стоил он 13 тысяч вон. Механический шарик, чтобы Шива мог сам себя развлекать, пока мы отдыхаем, за 10 тысяч вон. И вот такой трек за 17 тысяч вон. И вот такой трехъярусный домик за 80 тысяч вон. Все это мы заказывали на Купанге. Помимо прочего, нам также стали в копеечку медицинские расходы на кота. Нам нужно было поставить ему прививки. Мы ставили 2 комплексных вакцины и 1 вакцину от бешенства. Каждая стоила 35 тысяч вон. Потом мы его кастрировали, стоило это также 150 тысяч вон. И при необходимости какой-либо консультации у врача, каждая обходится в 10 тысяч вон. Со временем мы заметили у Шивы на ухе и хвосте странные болячки и пошли с этим в ветклинику. Врачи сказали, что у него подозрение на дерматит. Мы сдали анализы, мазали его мазью и кормили таблетками. Из интересного, корейцы дают таблетки не в готовом виде, а нам нужно самим было заполнять порошком эти пилюли. Выглядело это вообще странно. Итак, для лечения нашего кота в Корее мы пошли в ветклинику, где нам выдали вот такие лекарства. Это средство для дезинфекции, это упаковка мази для того, чтобы намазать ему рану. Далее пустые таблетки, их нужно было раскрыть вот таким образом и насыпать внутрь уже порошок с действующим веществом, которое нам там выдали по порциям. Для этого мы открываем вот так порошок. И аккуратно пересыпаем его в пилюлю. Привет! Ты скушать захотел? Давай тебе сразу дадим. Будешь? Шива. Кс-кс-кс. Будет. Наш кот пилюлю любит. Суммарно на это лечение у нас ушло где-то 75 тысяч вон. И болячки у него прошли. Это оказался не дерматит. К сожалению, мазь оказалась гормональной, и у него было раннее созревание. Врач посоветовал его кастрировать в 5 месяцев, и мы это сделали. Сейчас мы ему уже сняли воротник, и он здоров как никогда. Сейчас мы иногда гуляем с Шивой в его прозрачном рюкзачке. Он иногда любит пытаться оттуда выбраться, хотя дома бывает даже, что он открыт. Иногда мы гуляем с ним на шлейке. Еще мы с ним посетили выставку животных в Пусане ежегодную. Он вел себя очень хорошо и был рад всем вкусняшкам, которые мы ему давали.
Отдельно об этом у нас, кстати, будет выпущено видео, можете посмотреть его позже. С детства Шива любил покушать вкусняшки, поэтому мы решили направить эту энергию в положительное русло и начали его дрессировать. Сейчас он уже знает больше 8 команд. Разворот. Шива, зайка. Нет, зайка. Шива, кольцо. Молодец. Лежать. Итого на Шиву у нас ушло где-то 400 тысяч вон, плюс его медицинские расходы 300 с небольшим тысяч вон. Все это, конечно, можно было бы сделать дешевле. После мы узнали о том, что кастрация может стоить не 150 тысяч, а 100, нужно просто поискать клинику. Но на тот момент мы не хотели рисковать нашим котенком, да и ехать куда-то далеко все равно, где мы не сможем говорить по-корейски, нам не особо хотелось. Поэтому мы пошли в крупный центр у нас возле дома. Здесь у нас могут сделать любые обследования, он круглосуточный, и, слава богу, все врачи говорят на английском языке. Поэтому трудностей с коммуникацией у нас вообще нет. Если же вы хотите где-то сэкономить, то кастрация может спокойно вам обойтись в 100 тысяч вон. Вакцины, я думаю, можно найти не больше 20 тысяч вон каждая, либо взять котенка, у которого уже полностью привит. В Дайсе также за небольшую цену можно купить практически любые товары. Там можно взять когтеточку, миски, игрушки, лежанку и вот такие минимальные товары вроде лотка или его наполнителя, а корм уже купить отдельно. Это обошлось бы вам не очень дорого, где-то 40 тысяч вон, наверное, без корма, но со временем бы их, наверное, пришлось менять, потому что нашему коту не особо понравились игрушки из Дайса и лежанки, и сделаны они были не очень качественно. На время этого, конечно, бы хватило. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. В будущем Шива будет много показываться на нашем канале. Всего вам хорошего, до новых встреч!